В этом году межсезонье между зимним и летним цветением у меня проходит с небольшим количеством все-таки орхидей, которые цветут. Вот такая белявочка выпустила третий цветонос за зиму. Два уже засушила, а третий вот так вот рясно цветет. Вот малышка, у которой каждый цветок индивидуальность и название которой я до сих пор не знаю. Вот орхидея попугай. Вот внизу нижний цветонос на 4 цветочка и вверху штук 7, наверное, цветочков, которые еще, эта орхидея находится в покупном горшке. Вот такая фиолетовая красавица, которую название я, кстати, тоже не знаю. И она еще растит и детку, расцвела, вернее продолжила цвести револьверным цветением. Ну и вот гигант Art Nouveau, у которого вот этот крайний цветочек аж 11 сантиметров. Я, кстати, замерил линейкой и последующие. Последующие там идут где-то 10,5-10 сантиметров и 5 вот таких крупных цветков, которые, правда, первый закрывает немного остальные, но все равно красиво. Вот летнее дыхание, которое тоже продолжило цвести револьверным цветением. И было 3 бутона. Один бутон, к сожалению, засох и не раскрылся, а 2 продолжают вот так вот цвести. И следующая орхидея, моя давняя хотелка, Лека Фантастик. Тут цветочков будет около 8-9, но возможно еще продолжит наращивание бутонов. Посмотрим, как вы видите, есть не раскрывшиеся еще, но это давняя моя хотелка. Ну и перейдем к любимым орхидеям многих. Это дикий кот. У меня их расцвело сейчас 2. Вот первый, на котором я, кстати, впервые в жизни полгода назад попробовал применить цитокининовую пасту. И вы видите, вон на заднем плане есть детка. Ее плохо видно, но вот корешок ее видно хорошо. И вторая орхидея, дикий кот, только распустила 5 пока без цветочков, но ботанизация продолжается. И я думаю, что если, как и в прошлом сезоне, за период где-то 7-8 месяцев она нарастила около 15 цветочков. Я надеюсь, и в этом году будет так. И, конечно же, вот такая белявочка, про которую было видео еще в феврале, в начале марта, у которой я сломал цветонос, она продолжает досить цвести. Итак, добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Вот такие малыши, давайте я вам сейчас их немножко покажу. Начинают подрастать, где-то больше, где-то меньше. Условия у всех примерно одинаковые. Но вот в этом последнем видеорочке уже тут есть экземпляры, которые можно будет рассаживать в индивидуальные горшочки. Ну а речь в сегодняшнем видео пойдет о результатах моего зимнего эксперимента и продолжения в разведении орхидей семенами. И я вам хочу показать некоторые из своих фласок. Где-то результаты хорошие, где-то, как вот в этой, не очень. Лишь, видите, малая часть зазеленела. Остальные вон такими пупырышками просто они пропали и по какой-то причине не смогли начать свой рост. Но так происходит не со всеми, и я не понимаю, по какой причине еще в одних и тех же баночках одинаково все сею, в некоторых всходы хорошие, в некоторых не очень. Вот здесь вот тоже очень кучно, так я их посеял. Здесь, кстати, вот вы видите, 1.02 был посев, и есть посев за 29.02, и там более лучшие результаты. Но если присмотреться вот здесь, то здесь тоже можно увидеть, что местами есть маленькие зеленые такие цяточки. И я так думаю, что
при благоприятных условиях, может быть, они еще и прорежутся и начнут расти. Но время покажет, как бы там ни было, ситуацию изменить в корне сейчас мы не можем. Единственное, что это мы можем давать им тепло и достаточное количество часов света. Ну, а время, я думаю, все расставит по своим местам и будет понятно, будет ли жизнь в этой банке или не будет. Здесь собралось несколько банок, и как вы видите, вот в следующей, значит, тут более лучше взошли, но все равно очень много малышей так и не превратились в зеленые протокормы. Как правило, если они не зазеленеют в течение 2,5-3 месяцев, то, как правило, дальше они начинают только пропадать. Они со временем чернеют, и потом, конечно же, уже полностью видно, что жизни там не будет. Вот, следующая баночка тоже. Как бы я ни старался распределить их по всей плоскости питательной среды, все равно получается вот так вот кучно. Ну, здесь примерно такие же результаты, как и в прошлой баночке. Я так думаю, что придет время еще, ну, хотя бы месяц я хочу их подержать, и потом я попробую их рассадить. Результаты предыдущей рассадки я вам тоже сегодня покажу чуть-чуть позже. Ну, в общем, получается, за зиму я делал 3 посева, и из каждого посева хотя бы по одной баночке, в некоторых и больше, все-таки осталось. К сожалению, из-за того, что очень трудно в домашних условиях создать стерильные условия, очень много получается отбраковки. И причем эта отбраковка происходит не в течение даже, как правило, первых 7-10 там дней, а даже происходит уже и через 2 месяца. Такую баночку я вам сегодня тоже, кстати, такую баночку, где пошла плесень, я вам, кстати, тоже сегодня покажу. Ну, а вот здесь уже половина протокормов превратились в маленькие орхидейки. И это, кстати, самый ранний посев. Это было 12 декабря 2023 года. И тут совсем прошло 4, получается, с половиной месяца. Вот, смотрите, есть уже по 3 листочка у некоторых, местами видно вон корешочки. Есть, конечно, те, которые пропали, как я говорил, вон, видите, черные такие цяточки. Это, к сожалению, которые не смогли по каким-то причинам развиваться. Скорее всего, что им чего-то там не хватило. Но как бы там ни было, вот с помощью других, которые взошли, рано или поздно, я надеюсь, что мы увидим новое цветение абсолютно новых орхидей. Так как здесь собраны 2 пары семян, которые я получил с помощью опыления. И, кстати, ролик про одну из опылений был на канале в 23 году 4 марта. Это буквально там 2-е видео. И там мы скрещивали 2 огромных орхидеи. Это Joyride и Медуза. Желающие посмотреть, как это происходило, могут набрать на канале, найти это видео. Еще раз скажу, оно вышло 4 марта 2023 года. Ну, а для остальных могу просто сделать сейчас ставочку, чтобы вы увидели, как выглядят эти орхидеи. Вот, кстати, баночка, про которую я вам говорил, где пошла плесень. И вот эта плесень, смотрите, заполонила все и потихоньку убила протокормы. И они вон только 2 еще зеленеют. Кстати, эта цвиль пошла буквально 3-4 дня назад. И она мгновенно, видите, заполонила всю питательную среду. И уже несколько протокормов уже не спасти 100%. Но
вот эти два зеленца, которые там виднеются, да, я показал вам, что 29 числа, 29 февраля был посев, и буквально 2 месяца прошло, и 3 дня назад вдруг пошла вот такая плесень. Значит, я уже пробовал несколько вот в таких случаях вытащить протокормы, положить на такую губку, налить внизу воды и пытаться спасти. Ну, результаты пока еще, ну, я не могу сказать, что положительные. Вот в таком вот состоянии они находятся. И, конечно же, вариантов, что они выживут, здесь очень мало, так как их нужно чем-то подкармливать. Я-то стараюсь минимальными дозами каких-то препаратов им давать. Но пойдут ли они расти дальше, не знаю. Ну и вот, давайте я вам, как обещал, покажу результаты моих рассадок. Вот очень удачная, скажем так, рассадка. Здесь получилось несколько орхидеек, но в целом они чувствуют себя отлично. Вон, вы видите, внизу в питательную среду пошли некоторые корешки, и эти корешки будут из среды брать все больше и больше питательных веществ, которые нужны для роста орхидеи. Вон другие корешочки развиваются, и в этой фласочке все идет хорошо. Я, в принципе, доволен результатом этой пересадки. Вот еще одна, смотрите. Здесь тоже хорошее развитие корешков. Корешки вот-вот пробьются уже в питательную среду. Кстати, по поводу питательной среды. На канале есть видео про питательную среду, которое я уже давным-давно обещал переснять. Так вот, там в том видео про питательную среду я ложил агар-агара на литр 15 грамм. Вот сейчас фласочки, которые вы видите, по совету некоторых людей, которые тоже занимаются разведением орхидей с семенами, посоветовали мне уменьшить агар-агара до 10-11 грамм. И вот корешки мои начали пробиваться тогда в питательную среду. А в прошлом году, те, кто видели мои видео про таких малышей, видели, что они находились сверху и никак не могли пробить питательную среду своими корешками. А здесь, как вы видите, вот уже не в одной фласочке корешочки начинают пробивать питательную среду и углубляться туда вовнутрь. Ну, меня эта ситуация радует. А вот следующая вот фласочка. Здесь у орхидейки вроде бы на вид кажется все корешки развиваются и в активном росте. А вот один самый нижний, вот видите, он такой какой-то темно-коричнево-зеленый. И я очень переживаю, как бы он не стал пропадать. Вот смотрите, снизу он вроде бы такой зеленый, а верхняя часть коричневатая. И если он начнет пропадать, большая вероятность есть того, что здесь может завестись снова цвиль, и мне тогда придется срочно высаживать эту малышку уже в мох. Хотя внизу вы видите вон просвет, некоторые корешки пошли и в глубину, и уже достигли дна бутылочки. Сейчас достану еще одну бутылочку. Это уже более поздний посев и рассадка. Это я уже тоже рассаживал, по-моему, в декабре месяце. И смотрите, вон, правда, один почернел полностью, второй чернеет, а остальные вроде зеленцы нормальные. И я так думаю, что при очередной пересадки других малышей я попробую рассадить или по крайней мере убрать вот этих черных из этой бутылочки, чтобы предотвратить гниение и появление нежелательной плесени.
Ну и вторая пара родителей это Дарвин и Розовая нежность. Я не знаю, может быть у Розовой нежности есть и другое название, но эту бабочку я покупал именно под таким названием. Ну вот, на сегодня, пожалуй, все. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки. Делитесь ссылкой на видео со своими друзьями. И, конечно же, приходите на канал Орхидеи дома снова и снова. Ну и, конечно, те, кто решили повторить и развести дома орхидеи семенами, обязательно напишите в комментарии, что у вас получилось, не получилось. Я думаю, это будет интересно не только мне, но и всем остальным. Так как, я думаю, каждый орхолюбитель захочет развести и иметь 1000 орхидей дома. Все на сегодня. Всем пока.